Здравствуйте, мои дорогие! Вышла сегодня на охоту, с охоты принесла абрикосы. Ну, абрикосы есть, столько мне не надо, а продавалось вот такими большими коробками, поэтому что-то съедим так, а что-то нужно переработать, чтобы не испортились. Поэтому поехали готовить. Начну с того, что сначала подготовлю абрикосы, косточки не нужны, и каждую половинку разрежу, на 3 части. Я думаю, что это вполне такой себе хороший размер. Ну вот и все, 2 минуты, это, наверное, самое сложное, что нам придется сегодня сделать. И дальше мы с вами начинаем работать с тестом фила. Значит, ситуация такая. Фила – это такое тесто, которое очень быстро засыхает, поэтому сразу приготовьте какое-то полотенчико чуть влажное, которым мы это все накроем. Почему-то часто у меня некоторые спрашивают, что это такое. Это вот такое очень-очень-очень тонкое тесто. Посмотрите, оно буквально просвечивает. Начинаем работать. Первое, что я сделаю, это уложу в форму листы фила так, чтобы они полностью закрыли дно. И, конечно, принято тесто фила смазывать сливочным маслом, но я так настолько ленива, что предпочитаю просто растительное. Все, дно готово, дальше еще проще. У меня сегодня пирог такой, который не надо, весь смазывать, каждый листик. Я возьму еще 4 листа, не забываем накрывать. Почему сразу не убираю? Просто потому, что не знаю, сколько мне понадобится. В этой форме делаю в первый раз. Складываю вот так вот тесто много раз. У меня есть ножницы, которые для кухни. Я ими ногти не постригаю. И, собственно говоря, вот на такие полоски я быстренько нарезаю. Мне в этом пироге вообще не важно, застынет, высохнет это тесто или нет. Разбираю на такие листья и делаю балаган в самой форме. То есть мне нужно, чтобы вот такие вот кусочки просто распределились каким-то большим комком, не комком, большой горкой воздушной, находились в форме. И вот 4 листика мне мало, придется взять еще. Нарезала еще 4 листа, но прежде чем их выкладывать, выложу немного абрикос. Пусть они везде будут в моем пироге. Накрываем это все еще нарезанным тестом. И форма еще высокая, видимо, нарежу еще 4 листа, итого будет 12. Пока выложу абрикосы. Много абрикос в пироге не бывает. И вот эти концы немного заверну, сформировав какие-то бортики, что ли. Не знаю даже, как это назвать. Такая подготовочка у нас получилась. Сейчас еще немножко абрикос добавлю. Вот прямо заполоню это все. Смотрите, дальше мы должны сделать заливку. Заливку можно сделать любую. У меня, например, сегодня есть творог в доме. Если бы его не было, я бы сделала без него, с каким-то йогуртом. Но обязательно в эту историю нам нужны яйца. Я возьму 3 яйца. Понятное дело, что нам нужен сахар. Это же все-таки у нас пирог. Возьму там примерно 3 столовые ложки сахара. Что касается творога, вот у меня есть пачка полкило. Возьму грамм 200 творога, наверное. Все полкило мне сюда совершенно не надо. Кстати, тесто фила, я посмотрела на пачке, у меня было 300 грамм. Значит, творог 200 грамм возьму. Может быть, половину, 250. Смотрите, это на ваше усмотрение. Можно вообще без творога это делать. Вообще не важно, что у вас есть из молочного. И у меня здесь пачка сметаны. Значит, 200 грамм. Тоже отправлю сюда. Зачем у меня на столе стоит молоко? Я вам объясню. Заливка должна быть жидкая. Она должна пройти до конца, до дна. И то есть, если я увижу, что у меня густовато, то я эту массу разбавлю молоком. А она у меня, конечно, я бы сказала, что густовато, надо мне пожиже. Немного молока. Значит, можете сюда добавить ваниль, можете добавить экстракт, можете ванильный сахар.
В общем, все, что вашей душе угодно. И да, кстати, не забудьте включить духовку вверх-вниз 180 градусов. И выпекать мы будем примерно 20-25 минут. Смотрите по своей духовке и по готовности. Вот такая жидкая масса у меня творожно-сметанно-сливочная получилась. Именно ей я заливаю свой пирог. И так как форма у меня разъемная, вот именно для этого я на дно положила еще целый пласт. И что я обычно делаю? Немного такие дырочки, чтобы поднять какие-то куски теста и утопить заливку. Все, погнали в духовку. Вот такую красоту мы имеем на выходе. Осталось дождаться, чтобы он остыл, и будем пробовать. И вот такая запеканочка на разрезе у нас получилась. Чем-то похоже на ачму. Что-то среднее между ачма и запеканкой. В общем-то, грубо говоря, дегустировать здесь особо нечего. Тонкое тесто, пропитанное творожно-сметанной массой, любимые абрикосы. Можете посыпать это все каким-то сахарной пудрой, например, или еще ягоды положить. Это вкусно, ребят, и это практически из ничего. А потому готовьте. Готовьте с удовольствием, кормите себя, друзей, родных, близких. И пусть в вашем доме всегда будет хорошее, вкусное настроение. Пока.